Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 22 апреля, пятница, и на моем канале новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас, конечно, такая мрачноватая погода, но я сегодня пойду получать витаминки. Причем цианокобаламин, передоксин, тиамин. И тиамин вообще, слава богу, я нашла. Вот, появился. Надо будет чуть попозже запастись им. Потому что в основном я же эти витаминки для себя беру. Это я сейчас взяла для собаки, но и ему понадобится, и у меня может возникнуть, например, анемия. Вот, но сейчас как бы прежде всего собака, нужно его восстанавливать. И так что сегодня получу витамины и буду прям очень-очень активно 2-3 раза в день. Я почитаю, что мне при анемии. Там моя подруга бывшая назначала. И буду примерно так же давать ушастику, потому что, ну, понятное дело, сердце это немножко другое, но это все к одному все восстанавливает, поэтому прям буду ему по полной программе все это давать. Переборщить не боюсь, потому что, в принципе, ну, я не думаю, что он весит меньше меня, наверняка больше. Мне так кажется, ну или плюс-минус одинаково. Помимо этого, например, с собакам, когда вот травили тогда собак, ну, были же случаи, да, и мне, например, врач, ветеринар, она, ну, хороший врач, она сказала, что, например, по сути противоядие, ну, мне-то тогда повезло, я просто полифепан успела влить собаке, вот, а вот так вот, если что, ну, как бы витамин, по-моему, то ли В6, то ли еще какой-то витамин группы В, там какая-то лошадиная вообще доза делается, вот. Ну, короче, буду ему давать эти ампулы, посмотрим. В общем, вчера я успела сделать уборку, ну, такую самую, знаете, черновую работу, то есть, ну, я показывала там ковер, так далее. Кстати, сантехника вот отлично блестит, но она у меня как бы... Бывают подтеки воды, там мыло, когда хватаешься, а так, в принципе, она в хорошем состоянии. Но тут я уже 100 раз что-нибудь помыла. Вот. Что касается бытовой техники, это потом буду отдельно мыть, потому что у меня ее много, и я просто бы ничего не успела сделать. Вот. И, кстати, с решетками вот этими я буду что-то потом решать, потому что я хочу посмотреть в Ашане, может быть, что-то прикупить. А вот именно, чтобы их вот так замачивать. Ну и вот. Я сейчас села завтракать. Вообще не собиралась завтрак снимать, потому что все стандартно. Каша овсяная. Вот. Ну, здесь 60 грамм в сухом виде. Я только сегодня решилась налить побольше воды. Так вот, к чему я сделать решила включение? Рассказать про этот базилик. Дело в том, что он у меня мелькает часто в видео. Мне очень нравится. Но... сейчас изменилась упаковка. Ну, что-то здесь поменялось, короче. И поменялась не только упаковка, но поменялся вкус. Я вчера это заметила, открыла пакетик, насыпала там, тоже, по-моему, в кашу или... куда-то я насыпала. Короче, горечь. Я удивилась, думаю, может быть, я больше положила, может, еще что-то горчит. Нет. Вот сейчас вот в кашу то же самое положила. Горькое. Так что имейте в виду. Вот сейчас вот этот базилик вот в такой упаковке омерзителен. Вчера я тут все протерла, помыла кофеварку. Ну, крышку я, правда, не самым тщательным образом помыла, но неважно. Кружку помыла, вот здесь все помыла. И, как видите, уже вот первая чашка, и все забрызгано. Так, ну и сейчас я себе сделаю плюшку с сыром. Люблю так иногда побаловаться. Мой долгожданный кофе, потому что я позавтракала, пошла монтировать видео. Ну и вот только-только села, сварила кофе и сделала себе вот эту плюшку. Так что сейчас буду
перекусывать. Сейчас уже 6 часов вечера, и я отправилась в 2 аптеки за витаминами, потому что мне нужно 3 вида. В одной аптеке было 2, и в другой 1. Ну вот, пойду, получу. Я еще была в Пятерочке, купила творог, так как собираюсь делать к Пасхе, ну, все вместе, знаете, такой кулич, и с одной стороны кулич, с другой стороны творог, а с изюмом. Ну, просто будут у меня такие корзиночки, то есть минимум теста, творог, естественно, без сахара, но при этом глазурь будет с посыпкой, почему бы и не сделать. Вот, поэтому купила творог, а еще хочу зайти в Верно и купить яблоки. На данный момент самая адекватная цена яблок именно на вес. Потому что мне сейчас не нужен пакет, мне нужно буквально вот 1-2 яблока. У нас там дома, видите, ломать собираются, что ли. Ну и вот здесь вот что-то будет. Погода, кстати, хорошая. Не жарко, не холодно. И вообще мне даже нравится, что нет солнца. Потому что не приходится щуриться и носить очки от солнца. Пришла домой и открыла пачку молока, сделала себе какао, пусть и без сахара, но с молоком. Вот, купила, кстати, в Фикс Прайс вот такие кернеры теперь появились, 3 злака. Вот, решила взять. И белок. Желток отдала ушастому. Кстати, я спускалась и поднималась без лифта, а оказалось, что лифт... Ну, я видела, я уходила, он был на 1-м этаже, там монитор, ну, как бы кнопка горела, а пришла на 5-м, написала соседке, она говорит, что с 9 до 9 лифт будет работать. Но она сейчас с ребенком до 8 на занятиях. Ну вот не знаю, успеем мы все вместе погулять или нет, то, честно говоря, стрёмно пока одной ехать в лифте. Потому что вчера, вот они сегодня сказали с 9 до 9, а вчера в 8:30 лифт не работал. В аптеке я купила вот эти лекарства. Вот это обычно всегда в современных ампулах продается. Вот. Вот эти обычно тоже, но в этот раз не повезло, были в ампулах старого образца, а вот эти постоянно попадались старого образца, в этот раз нового. То есть вечно что-нибудь в каких-нибудь, ну, попадается. Я имею в виду, что вот эти ужасно неудобны, их также можно отломать, но и всегда будет большой вот этот фрагмент, и еще осколок, всегда боишься, куда удобнее вот это. Также я взяла в Фикс Прайс вот эти вот, ну, в общем, липкие ролики, потому что недавно брала, уже закончились. Наконец-то вспомнила про ромашковый чай, вот этот луговая ромашка, он все-таки классный и цена нормальная. А в Пятерочке взяла творог. Ну, чай 29 чем-то, ролики, наверное, 55, скорее всего. 29 с копейками хлебцы. Этот творог 35 рублей стоит. Эти по 40 с чем-то, и какие-то витаминки по 30 с чем-то были. Сегодня 23 апреля, суббота. Я начинаю снимать видео не с утра, сейчас 16:24, но я с утра, ну, как всегда, естественно, позавтракала, там в душ еще сходила. И снимала всякие хобби-влоги, тоже впрок. Ну, потому что как бы лайф-влог, он снимается по факту, да, как бы в течение дня. А хобби-влог тут нужно сесть, снять. Ну и, соответственно, несколько, там, 3 видео, по сути дела, сняла. Вот, сейчас пообедала и буду... Нужно... Ух ты, ничего себе, смотрите-ка, какая толпа едет. Ничего себе!
Это что это? Откуда это? Это просто интересно, компания подростков или это в школе что-то прикололись так? Ничего себе, забавно. Ну, в общем, нужно будет сделать наклейки на 2 яйца, то есть, отварить и, соответственно, сделать. Потому что, как бы мне одно, ушастому одно, и как я собиралась сделать что-то типа, по типу кулича, короче, скажем так, лакомство. На Пасху, на завтра тоже сделаю 2, себе, ушастику, чисто вот так. Стирку, конечно, неплохо бы запустить, но самое главное, надо пропылесосить, потому что позавчера в чистый четверг я все убрала идеально, сделала, а вчера вроде как ничего делать нельзя. Но знаете, у меня как бы к этому такое отношение нейтральное. В том смысле, что если что-то можно сделать заранее, то надо сделать. Если можно что-то отложить, значит, надо отложить. А если что-то срочно, то, значит, надо делать, потому что, что значит нельзя? Мы сейчас немножко в другое время живем. Вот. Поскольку я в четверг все так уж сложилось, удачно сделала, то вчера я просто воздержалась от уборок и тому подобное. То есть, банально мыла посуду там, все такое. А сейчас надо пройтись пылесосом, влажной тряпкой. Как-то так. Я сейчас достала вот такую вот штуку. Я ее протирала, она еще влажная, потому что я меламиновой губкой протирала. Она всегда на таких поверхностях еще оставляет, такой налет. Вот, значит, эта штука корзиночки печь. Честно, не пользовались уже лет 5. Вот такое приспособление такое. Здесь есть еще вот такая штуковина, ей вырезают тесто. Вот этот вот кружок большой, это сюда. И маленький кружочек, это вот сюда. И, соответственно, внутрь кладется начинка, закрывается. Понятное дело, что начинка должна быть готова. То есть уже готова к употреблению, скажем так, потому что здесь жарится тесто, это просто вот такая штучка. Так что буду делать, тесто уже готово. Сейчас попью кофе сначала. Вот так вот я вырезаю тесто. Видите, получилось специальными такими разрезиками. Уже выкладывать буду сейчас сюда. Я немножко смазала маслом. Начинка конкретно моя будет творог, изюм, какао и корица, а у собаки будет просто творог и изюм. Я вспомнила, что хотела добавить сюда еще черноплодную рябину, и собаке тоже добавлю. В общем, включила прибор, посмотрим, что будет. Мой уже готов, а вот у ушастика еще выпекается, просто там вот почему-то вот это белое получилось, уж не знаю почему, жду. Для посыпки я использовала, соответственно, кондитерскую посыпку, глазурь, кокосовую стружку. У меня на столе бардак, потому что я тесто раскатывала, сейчас буду протирать, потому что на самом деле я сейчас вот сделала эти корзиночки и буду снова раскатывать тесто, поэтому вот сейчас здесь все протру как следует. В общем, я выбираю, что нам на завтра покрасить. Типа не покрасить, а этикетки какие сделать. Вот, мне вообще нравятся вот эти вот цветочные, конечно, очень. Такие вот нравятся, а-ля космос или советские витражи. Вот это все. Может быть, вот, наверное, такую себе сделаю. Сейчас думаю, что бы мне сделать для собаки. Чем бы его побаловать таким красивым. Посмотрите, какая еще красота в космическом стиле. Вот. Наверное, может быть, сделаю вот это вот. Вообще потрясающе. Ну что ж. Вот такая красота у меня получилась. Вот это моя корзиночка. Вот, а это корзиночка для ушастика. Как я уже говорила, разница в том, что сюда я добавила какао и корицу. А собаке, естественно, это нежелательно. Здесь творог, как я говорила, черноплодная рябина, изюм. И немножечко присыпала сахарной пудрой, но самую малость, потому что здесь-то сладкое, но
Короче, я знаю собакена своего, поэтому немножко, но самую малость там буквально на кончике, что называется, чайной ложки. Вот. Ну, вот такие яйца красивые в моем стиле, в космическом. Так что завтра будем с ним баловаться. Вообще классная штука, очень быстро все делается. Я смотрела какое-то видео, там типа минут 8, на самом деле нет. Мне кажется, минут 5. Ну, там зеленая кнопочка зажигается, и, в принципе, вот, все готово. Красота. Полезнее, чем кулич. Ну, хотя, ничего страшного, если бы я купила и съела кулич, но я подумала, что так лучше совместить, знаете, такой хороший завтрак, творог, все-таки это белок, ну и побаловаться. Красиво тут все. У меня на самом деле есть еще всякие украшения, но я решила, что этого достаточно, потому что я уже спешила, и тем более, что сейчас теста еще много осталось. И я буду просто печь всякие плюшки обычные, улитки из этого. Можно было бы еще сделать корзиночек, но это нужно делать начинку. Вот, естественно, что я просто уже давно планирую, вот, и я хочу здесь, знаете, как сделать, с рисом, с овощами, и, разумеется, ничего сверху такого не будет, не полезного. Вот, это уж чисто как такой вариант куличей. Ну, если можно так выразить. Тем более же на Пасху есть еще что-то такое, типа как-то творожная вот эта масса, что-то там такое делают. Я просто не совсем в курсе, а тут вроде как все еще и в одном. И я прошу прощения, что я тут снимала, у меня на столе было навалено, но дело в том, что если я еще бы делала бы красивые кадры, я бы вообще ничего не сняла. Вот, потому что реально мне еще сейчас надо... Я почти везде все протерла, вот стол, где я буду тесто раскатывать, естественно, мне надо опять все протереть, все там то самое, я, как правило, еще сбрызгиваю потом спиртом, потому что сначала я на всякий случай прокатываю по столу эту липкую ленту, чтобы, не дай бог, никакой шерсти, потому что ушастых, даже когда не линяет, шерсти с него очень много. Вот, так что, да, дел полно, еще ему надо сейчас еду приготовить и себе ужин приготовить, а завтра мне еще рано вставать. Ну, а сейчас уборка на ночь глядя, буду мыть посуду, вон у меня везде корица, какао, все, что только можно, надрязгано, так что сейчас надо это будет убирать. Я уже сделала, у меня получилось 4 обычных плюшки, а все остальное, поскольку посыпки было много, все остальное это были улитки. Улитки готовы. Я, правда, здесь отключила в розетке свет, потому что я плиту напрямую включаю, когда у меня духовка работает. Вот. Так что вот такие получились улиточки. С посыпкой и так далее. У меня тут еще немножко сиропа. Разложила по пакетикам и сейчас буду все это замораживать. Ну, кстати, это довольно-таки калорийно, но в целом по одной штучке иногда можно. Но у меня большое разнообразие, поэтому я себя всегда в рамках там 1200 калорий в день, я всегда себя балую чем-нибудь. Сегодня 24 апреля уже. Поздравляю всех с Пасхой, кто отмечает. Сейчас 6:23 утра, я собираюсь в студию. Но, честно говоря, я проснулась гораздо раньше. Я, короче говоря, все не слава богу. А в итоге я схватила ангину в очередной раз. Видимо, вот эти дни нервничала с собакой, ну и случилось. Я встала, выпила аспирин, забыла выпить диазолин. Потому что диазолин хоть и от аллергии, но он же отеки снимает. И у меня обычно после диазолина уже минут через 10 проходит горло, ну а все остальные симптомы после аспирина там, ну, через полчаса, минут через 40. Ну вот, и, короче говоря, горло болело, как-то было трудно заснуть. Поэтому я просто лежала, смотрела видосики. К 6 часам уже все неприятные симптомы почти прошли. Ну вот сейчас встала, выпила еще одну таблетку аспирина и заодно диазолин выпила. Вот. Короче, как-то так.
Приняла душ, нанесла маску на лицо от баньки Агафьи, которая омолаживающая, но она, правда, очень хорошая. Вот, допустим, там всякие скрабы мне не нравятся, абсолютно бесполезные. А вот маска, например, глиняная на васильковой воде мне нравилась, я 2 раза покупала. И вот эту маску я уже 2-й раз беру, потому что, ну, действительно, неплохая, виден эффект, ну, не так, чтобы там, знаете, какие-то морщинки разгладились, но вообще видно, что кожа становится гораздо лучше. Сделала патчи, вот эти вот, ну, потому что что-то отеки у меня сегодня. Ну, понятно, когда болеешь, такое частенько бывает. Ну, правда, по счастью, я болею редко. Нужно было на ночь, конечно, все это выпить, сейчас бы все было замечательно. Пойду ставить чай или уже сразу кофе попить, не знаю. Ну, сейчас я все-таки сделаю себе чай, а кофе я возьму с собой в дорогу. 2 порцию. Вот, только плиту мыла, вчера пока готовила. Ну, кстати, здесь только подтеки воды, но за счет того, что и немножко этой самой, видимо, посыпки. Ну, за счет того, что металлик, все очень хорошо видно. Вот, надо будет... Горло уже меньше болит, потому что диазолин действует. Надо еще чуть попозже выпить диазолина с аспирином только теперь на ночь. Ну, или днем, если уж совсем скрутит. Потому что обычно я просто знаю себя, что нельзя вообще терять ни минуты. То есть, как только первые признаки, что болит горло, то есть это у меня сразу прям ангина, значит, надо сразу же пить диазолин и аспирин. Сейчас я пойду доставать витамины, буду давать собаке. Себе я заварила чай с Fix Price, вот ромашковый. Луговая ромашка, он очень хороший, и добавила специи, корицы с яблоком. И получается 1 в 1 чай Гринфилд с ромашкой, вот, которая там крупная на упаковке. И, кстати, может быть, сегодня я не буду брать с собой пакетики с чаем, я сразу заварю себе в термос ромашку. В этих шариках из фарша рыбий жир, капсулы, потом... Во 2-й от суставов артрогликан, и в 3-м наутропил. Ну, а сейчас витамины в жидком виде он выпьет. Вот развела. Счастливая собака по кусочку откусывает, не может поверить своему счастью. Да. В счастье поверил и отнес к себе на подстилку. Ну, и я тут потихоньку ем. Потом... Ну, яйцо я, наверное, возьму с собой, а ушастому порежу. Он, правда, вареные не очень вот сырые ест, но я думаю, что все-таки это съест. Провела занятия и иду гулять, как всегда, в свой любимый парк. Сейчас я уже близко к метро «Динамо». Вот, собственно, уже подхожу к Арена Плаза. Мы сегодня с ученицей пришли обе не выспавшиеся. Вообще, ну вот у меня плюс еще ангина. Ну, мне уже легче, но все равно. Иду потихоньку, я даже вон там вот присаживалась, немножко пила чай. Очень хорошо, что я взяла с собой ромашковый чай. Вот. Ну, не знаю, может быть, еще сегодня себя чем-нибудь побалую. То есть я как бы, например, то, что я делала корзиночки, да, вместо... кулича. Это не то, что я прям так за что-то мега полезное, хотя, понятно, это лучше, чем там, что-то еще. Ну, я тут в основном чисто наконец-то попробовать сами корзиночки сделать, ну и чтобы собаке можно было дать в целом. А так, может быть, я себе чем-нибудь еще побалую сегодня, если захочется. Посмотрим. Я вообще думала, я не пойду гулять. Мы с ученицей встретились, пока до студии шли. И в студии я уже, честно, думала, не пойду гулять. А потом вышла на улицу, думаю, нет.
Надо лучше с остановками, но пойти гулять. Тем более, что здесь есть где и посидеть, отдохнуть. Заходила в Арена Плаза, а сейчас уже пошел дождик. Я со своим зонтиком. Вы знаете, такой действительно уже приятный дождик, такой весенний и аромат весны. Потому что до этого уже были дожди, но там еще был и снег, и все это немножко не то. А сейчас классно. Я прям люблю под таким дождиком гулять. Сил у меня прибавляется. Вот, кстати, может быть, да, вот дождик пошел, и у меня силы прибавились. Такое тоже бывает. Я обычно на хорошую погоду себя могу плохо чувствовать. Ну или вот так. От ангины почти ничего не осталось, ну, по крайней мере, сейчас. Так что гуляю. Меня даже зонтик не раздражает. Классно. Не, ну, действительно, такой дождик, это прям в удовольствие. У меня, правда, у зонтика потерялась ручка. Очень забавная. Причем где-то в парке. И только я не помню, осенью, по-моему, или зимой. Вот. Обидно, конечно, потому что я только где-то летом купила этот зонтик в 5. Ну и ладно, не страшно. Еще легче. И еще меньше места. И, кстати, нести очень даже зонтик удобно. Потому что ручка, которая вот перекручивалась, она, зонтик ходуном ходил. Так что нормально. Я уже сегодня в этой самой, в жилетке. Вот. Не знаю, показала, видно или нет. Ну, в общем, единственное, я как-то отстегивала капюшон. В этот раз в гардеробной разбиралась, нашла его. Но сегодня поленилась пристегнуть. Вот. Но я, правда, сегодня припозднилась. Но это как всегда. Если я рано встала в день, когда мне нужно куда-то идти, значит, я опоздала. Если я встала за полчаса, я приеду раньше. Вот. Ну, ученица тоже, она чуть пораньше приехала, но, в принципе, тоже впритык, да, как-то мы к этому спокойно, потому что мы уже знаем друг друга много лет, и, в принципе, после зал был свободен, мы дозанимались, да, и всегда наверстаем. Что это не проблема. Мы же пришли, кофейку, чайку себе налили, я ей принесла вкусную эту, то, что вчера пекла, улитку. Так что нормально. Я заходила себе за вкусняшкой в Ашан и сразу прошлась по акциям. То ли по 16, то ли по 19, что ли, рублей. Взяла сметану себе. Вот. Правда, честно говоря, жирность не посмотрела. Ладно, надеюсь, что не столь критично. Вот. И взяла еще, знаете, вот такие вот куличи по 50 грамм, потом дома покажу, по 9 рублей с копейками. Но они всегда вот в день, когда Пасха, они сразу вот эти сбывают за копейки. Я их взяла. Насколько я знаю, они вкусные. Ну, я их взяла для того, чтобы на кладбище отвезти. Очень даже хорошо. За такие деньги, красиво и прекрасно. Возможно, еще вернусь за яйцами, потому что сейчас там акция, десяток яиц стоит 59 с копейками, 60 пусть. Значит, 3 десятка 180 рублей, а везде сейчас по 200 с лишним. Я считаю, что очень выгодно. Сейчас дождик уже меньше, он прям так, моросит, но можно идти, в принципе, без зонта, потому что сейчас был довольно сильный дождик, и, знаете, еще и ветер. Сейчас он как бы
тоже есть. Ну, в общем, вполне комфортно идти. Я уж, честно говоря, думала, что ну вот пройду одну-две аллеи, пойду уже в Ашан за яйцами и все. Ну нет, нормально вроде как. Пока погуляю. Мне бы хотелось хотя бы раз все свои аллейки туда-сюда пройти. Так прикольно там, вот где памятник, там экскурсия проходит сейчас. Знаете, иногда такая, ну, а тут часто экскурсии, когда проходишь, что-нибудь вечно полезное услышишь. Оказывается, вот там вот какая-то башня, типа телевизионная, но ее используют, ну, как по другому назначению. Ну, я никогда даже, сколько смотрела, я никогда почему-то на нее внимания не обращала. Забавно. Иногда вот так вот что-то полезное для себя узнаешь. В общем, я рада скидкам. Может быть, еще единственное, ряженку возьму. Потому что у меня все равно сегодня день получается. Не сказать, что мега полезный. Можно ряженку, наверное, взять. Ну, если не разберут. Потому что, в принципе, этот холодильник с акциями, его всегда там оккупируют. Но сегодня там просто очень много продуктов лежит. Так что посмотрим. Ну, яйца, я думаю, долежатся до моего прихода. Их там много. Я просто думала, брать, не брать, но я поняла, что я хочу взять даже не 3 десятка, а 4 десятка. Поэтому я решила, что все-таки сначала погуляю, а потом все остальное. Ну, яйца я, во-первых, я пеку, во-вторых, ушастик любит. Я тоже там белок употребляю, поэтому нормально. 4 десятка, хотя я недавно 3 десятка перед Пасхой купила, и у меня еще лежат там. Но то, что давно лежит, я просто отвалю и на кладбище отвезу, хотя там тоже все в порядке. Ну, как минимум лет 10, а то и больше. Яйца всегда покупаются впрок. У меня иногда их бывает по 100 штук бывало. И они лежат по несколько месяцев в холодильнике, с ними ничего не происходит. Ну, собственно, с ними и не может ничего произойти, если они нормально хранятся. Поэтому я в этом плане абсолютно спокойна. И, кстати, с акционными яйцами никогда я не наталкивалась ни на что испорченное. Вот, например, когда у меня мама просто на выпечку любила брать именно какие-то крупные, прям отборные. И выбирала, например, самые подороже. И вот с такими яйцами частенько были казусы, что когда идешь там в ближайший магазин, в ту же пятерочку, покупаешь эти яйца, приносишь домой, берешь, вот первое буквально берешь, разбиваешь и понимаешь, что оно тухлое, и идешь ругаться как бы с ними. Вот. Вот такие случаи были. А с акционными вот не припомню. Сегодня я уже в кроссовках. У меня 2 пары таких, потому что они очень классные, из Декатлона. И вот эти, те, что постарше. Но я специально их использую для прогулок, особенно когда понимаю, что и дождик, ну, испачкаются, все такое. А так, конечно, сегодня воздух прям очень такой свеженький. Классно. Ну, а еще приду, конечно, похожу там по акциям, посмотрю, что где. Я вообще не собиралась сегодня делать закупку, не планировала, но, с другой стороны, всегда разумно купить что-то по акции, то, чем ты будешь пользоваться абсолютно точно, то, что не пропадет. То есть я никогда не беру по акции ненужные мне товары только потому, что они на скидках. То есть я всегда планирую покупки, четко знаю, что мне нужно, и
Вот, кстати, например, сегодня, несмотря на плохое самочувствие, почему еще я себя замотивировала поехать? Потому что я четко знала, что либо за... Ну, я предполагала, что рублей за 19 будут куличи. Ну, они, кстати, будут, например, завтра. Но завтра я здесь не буду, и, естественно, я специально за ними не поеду. А тут я просто совершенно бесплатно на своих двоих дошла до Ашана. Вот. Собственно, я четко понимала, что вот, а большие куличи, они там сейчас по 49 рублей, и завтра, послезавтра они будут рублей по 20. Ну, мне без разницы, честно говоря, какие именно. Эти тоже маленькие, красивые, они подойдут. Поэтому я тоже знала, что что-то такое сегодня будет. Ну, вот меньше 10 рублей. Я считаю, что прям повезло. А я всегда вообще чувствую скидки, всякие акции. А их, кстати, сейчас будет очень много, потому что цены выросли. Ну и как бы люди закупаются, безусловно, по акциям. Сейчас тем более. И очень повысился, например, спрос на продукцию там марки «Каждый день» и на всю эту сетевую вот эту. Много чего, то, что подороже, и то, что люди брали, сейчас стараются не брать, а продавать надо. Поэтому сейчас будет как раз-таки напрягаться не стоит. Сейчас будет столько скидок. Это вообще... Ну, это уже проверено не раз в таких ситуациях. Так что имейте в виду. Сейчас можно будет даже не обязательно брать там продукцию марки «Каждый день», красная цена или еще что-то. Сейчас будет то, что подороже продаваться за бесценок. Но вот единственное, что, смотрите, даже скидки на яйца в этот раз рановато сделали. Потому что, ну, видимо, тот год их научил, когда они десяток продавали по 16 рублей с копейками. Потому что они месяц ценник не снижали. Ну, а потом из-за своей жадности все, считайте, бесплатно отдали. Поэтому, видимо, в этот раз они поспешили прям сразу сегодня устроить акцию. Ну, я считаю, что пусть и не 16 рублей, но это по современным деньгам неплохо. А как раз очень хорошо из сметаны, значит, я сделаю себе яичный суп. Вот. Я очень люблю вот этот суп, когда, ну, вы знаете, я показывала, когда яйца, ну, просто перемешиваются, и уже в готовый суп потихонечку так тоненькой струйкой вливаются. Вот. Ну, а составляющие самого супа — это картошка и морковка. В принципе, больше ничего. Ну и какие-нибудь травы, специи. Я дома. Вот такие куличи по 9 рублей с копейками я купила. Я купила 7 куличей. Один я на прогулке как раз-таки заточила на пробу. И второй отдала ушастику, когда пришла. Но я пока раздевалась, сделала я это, кстати, быстро, а он вынес приговор этому куличу еще быстрее. Могу сказать, что кулич, конечно, не такой крутой, как у Палыча, например, или у Селезнева. Ну, по крайней мере, я давно там не брала ничего, но я помню, что раньше у Палыча и у Селезнева были очень классные куличи. Этот по суше, безусловно, но достаточно вкусный. И глазурь, и тесто, и изюма много. Ну и упакован прикольно. В принципе, обычная цена 24,90. По 25 рублей, вот перед Пасхой, там были, конечно, тоже по 50 грамм куличи, но они были не в пакетиках, они были отдельно, просто сами накладываете сколько надо куличей. И они, конечно, выглядели покруче. Там больше глазури и очень много цукатов.
Но я брать не стала, потому что я понимала, что именно как основное я вот сделаю то, что я вам показывала, что меня полностью устраивает. И, ну вот я ехала, чтобы взять так, чисто на кладбище и побаловаться. Вот. И вот эти куличи, ну я не знаю, как бы насчет, да и 24 рубля неплохо, так если не как основное, знаете, а как дополнительно. Вот дети, например, при мне тоже налетели по 9 рублей взять. Ну, а что, побаловаться, прикольно же. Вот. Так что вот такие куличи. Но это еще не все. Я, когда пошла второй раз покупать уже яйца, вот я их купила, это 3 несушки, я такие не пробовала. На самом деле, сейчас я вам их открою, покажу. Ну, тут размер М, они небольшие. Но сейчас покажу другое. Видите, 2 пакета. Это тоже куличи, они на вес, сушеные. Вот эти вот с глазурью, они чуть помягче, еще не до конца засохли. А эти, их прям видно, что их прям сушили. Вот эти вот маленькие куличики видно, а это которые побольше куличи. Мне продавщица даже сказала, она говорит, берите, потому что они, говорит, даже вкуснее, чем свежие. И она оказалась права, потому что я попробовала реально гораздо вкуснее. Но я попробовала вот эти я еще не пробовала. Но здесь хорошо, здесь нет глазури, зато есть изюм. Ну, глазурь там на нескольких только. Это хорошо собаке побаловаться, только вы не думайте, что я его кормлю каждый день так. Нет, конечно же, потому что все это не полезно, но положительные эмоции нужны. Вот, видите, друг стоит довольный. Цена этих куличей 45 рублей за килограмм. И вот эти у меня как раз на 40, по-моему, 7, а это на 20 чем-то рублей. Ну, я не знаю, какие я из них возьму на кладбище. Скорее, наверное, всего эти. С другой стороны, может, эти. Не знаю. Но эти точно для ушастика, а эти посмотрим. Потому что тогда я эти положу в морозилку, эти просто в шкафчик, а эти в холодильник. Так, по 19 рублей с копейками 10% сметану взяла, 180 грамм, там было 3 упаковки, но на одной, в общем, была дырочка на упаковке, естественно, я брать не стала, а это взяла. Срок годности, ну, типа до завтра, получается. Но я, например, брала так кефир несколько упаковок, и вообще с ним ничего не случилось. Но, правда, я из большей части напекла сразу оладьи на следующий день как раз-таки. А второй пакет открыла и пила спокойно кефир 3 дня, и ничего с ним не случилось. В принципе, со сметаной в холодильнике тоже ничего не будет. Я как бы к этому спокойно отношусь. Ну, понятно, если что-то уж будет, ну, выброшу. Но я уверена, что все будет вообще отлично. Хотела взять ряженку. Я не знаю, у меня как-то вот... Мне что-то, видимо, не хватает. И я не могу понять, чего, но явно что-то молочного. Но не молоко. Хотя недавно... Вот, и, кстати, почему у меня еще ангина не только на нервной почве. Я тут... ну, собственно, понятно, я понервничала и схватила, спешила и еще плеснула себе молока, что я вообще никогда молоко не пью. Вот максимум вы видите по влогам, что я могу налить в какао, и то я уже, наверное, месяц этого не делала, у меня не было потребности. А сейчас я не понимаю, то есть то ли мне хочется какую-нибудь вафельную трубочку со сгущенкой, например, но это вообще не вариант. Не, ну я один раз поела, ну как бы не знаю. Я не могу понять, что мне охота. Короче, я решила купить ряженку. Вот, ряженка была что-то везде 3,2, и я посмотрела марки каждый день на скидках. Она стоила 21 или 22 рубля. Срок годности у нее вот-вот подходил. А потом смотрю, не на акциях, просто стоит за 20 рублей ряженка, тоже 3,2, только Ашан с птичкой. За нее еще начислили как раз-таки рубль кэшбэка. Ну, вообще шикарно. Или, может быть, я не знаю, может быть, тоже в сроке, не поняла. Нет, по-моему, все-таки тоже по срокам, но в другом совершенно отделе это стояло. Ну, короче, я выпью сегодня ее и ушастику дам. Вот. Дальше. Вот такую упаковочку купила. Так, это вот у меня из пакета все сыпется. Сливочное масло. Здесь 10 грамм.
Я, вы знаете, вообще вот могу... Вот у меня кунжутное стоит, и то я его уже месяца 2 вообще не употребляла. Я даже рыбий жир сейчас исключила, хотя вот это надо вернуть обязательно, это неправильно, так нельзя делать. Но, в общем, мне почему-то сегодня захотелось, раз уж у меня такой все равно день, что я много калорий сожгла, много ходила, тренировку провела. В общем, я хочу побаловаться немножко маслом, хотя вообще не любительница. Вот. И я взяла вот 10 грамм. Мне больше не нужно, потому что я точно знаю, что больше я его есть не буду. Вот. Написано немецкое качество, высший сорт. Ну, в общем, в Ашане особого выбора не было вот для таких разовых порций. Яйца, ну вот такие. Они, получаются, небольшие, но нормально. Например, на выпечку у меня есть больше размером яйца, а это можно, вот я белок, ушастый желток ест. И потом, по-любому, это мега выгодная цена. По крайней мере, в Москве и в тех магазинах, в которых я бываю, ну, 59 с копейками, но округлим до 60. Это супер выгодная цена, поэтому я как-то раздумывать и не стала. Взяла сразу 4 упаковки. Пусть лежат. И взяла цветы. Взяла вот такие по 7 рублей на кладбище. И тоже на кладбище вот такие гвоздички по 25. Я потом еще куплю. Я просто вообще сегодня, честно говоря, и не собиралась так закупаться. Но я посмотрела, цветы были на скидках. В следующий раз я почему еще не набирала? Потому что я знаю, что в следующий раз на скидках могут быть еще какие-нибудь красивые цветы. Ну, еще купила мешки для мусора. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорых встреч, пока-пока.